Приветствую зрителей сайта Deworker.pro. С вами Дмитрий Лисеев, и мы продолжаем разработку нашего проекта на Slim React. В прошлых эпизодах в отдельной серии «Что есть React» мы досконально разобрали работу экосистемы самого React. И в прошлом эпизоде еще подняли локальный прокси-кэш для докер-образов, чтобы мы в своем Jenkins забирали образы не напрямую из докер-хаба, а из нашего прокси-кэша. Это нам нужно, чтобы обойти pull rate limit, который был недавно внедрен самим докер-хабом. А сегодня мы рассмотрим разработку с использованием техник фича тогл или фича флагов. И что это такое? Когда мы с вами говорили о философии CI/CD, то мы с вами рассмотрели, что Continuous Integration предполагает постоянную интеграцию кода от нескольких разработчиков вместе. Continuous Delivery предполагает, что мы имеем постоянно работающий продукт и постоянно можем предоставлять заказчику все новые и новые фичи, при этом не прерывая процесс разработки. Чтобы при желании по любому из этих коммитов можно наш проект задеплоить на продакшн. И Continuous Deployment как раз предполагает, что мы будем все наши изменения сразу же автоматически деплоить на продакшн без всякого ручного вмешательства или какого-нибудь ожидания. И работа по таким практикам приводит к тому, что мы можем разрабатывать проект, все фичи практически в реальном времени. Если нам нужно изменить цвет кнопки на сайте, то мы просто изменяем стили, коммитим эти изменения, пушим в мастер, у нас запускаются линтеры и тесты, и после этого производится автоматический деплой. То есть у нас практически не бывает таких ситуаций, когда мы какую-нибудь фичу очень долго делаем, а потом ее очень долго проверяем и когда-нибудь через несколько месяцев только выкладываем. Здесь мы можем вести разработку очень быстро. И чтобы так в нашем проекте фичи разрабатывались постоянно, нам нужно немного переделать наш процесс разработки. Чтобы его сравнить с плюсами и минусами других подходов, мы можем его сравнить с классической разработкой проекта, когда мы делаем наш проект в репозитории с использованием фичи-бранчей. Подход с фичи-бранчами – это такой подход, когда мы на каждую задачу для создания какой-нибудь фичи создаем в репозитории новую ветку. И при этом мы свой код теперь разрабатываем в этой ветке. И когда программист полностью сделал эту фичу, он ее, например, выкладывает на свой девелоперский поддомен, чтобы его заказчик или тестер проверил эту фичу на этом поддомене. И только через неделю или через месяц, когда эта фича полностью сделана и проверена, он ее пытается вмешать в мастер, в рабочую ветку проекта. И в идеальном мире, или если он разрабатывает этот проект всего один, у него это спокойно получается. Но если мы рассматриваем реальный мир и командную работу, когда у нас есть несколько программистов, то вмешать свою ветку в мастер у него не получается с первого раза. Потому что при первой же попытке вмешать в мастер ветку, с которой он работал неделю или месяц, он сталкивается с тем, что у него получается множество конфликтов слияния. Потому что за эту неделю или месяц код в мастере ушел далеко вперед, потому что другие программисты там накоммитили и запушили свои изменения. Соответственно, если такой программист 3 недели делал свою фичу, то ему примерно неделя потребуется, чтобы теперь обновить этот код и как-нибудь исправить этот код, чтобы не было ошибок слияния. И чтобы такого не происходило при использовании долгоживущих веток, мы можем этому программисту посоветовать производить время от времени мерж изменений этих коммитов из мастера в его рабочую ветку. Или каждый день он может производить ребейс своей ветки поверх тех коммитов, которые появились в мастере. Соответственно, если такой программист каждый день будет интегрировать свой код с кодом других программистов, то у него в конце концов будет меньше ошибок слияния и с большей вероятностью он успешно сольет эти изменения. Такой подход с постоянными ребейсами возможен только если такой программист-одиночка в команде один. Но ситуация сильно усугубляется, если все программисты так работают. То есть в начале недели или месяца программисты разбирают себе задачи, создают у себя локальные ветки и у себя на компьютерах разрабатывают эти фичи в своих локальных ветках. И при таком подходе к разработке в конце недели или месяца возникает такая забавная ситуация, что фичи вроде как сделаны, в трекере задач они помечены как готовые, но в конце концов в самом реальном проекте эти фичи еще не опубликованы. И для того, чтобы результаты задеплоить на реальный сайт, осталось эти фичи у нас только смержить. И здесь нас ждет большой бум. Почему так? Потому что практически нереально слить вместе 5 веток и при этом не встретить никаких конфликтов слияния. И вместо такого простого слияния программистам нужно договориться, в какой последовательности они будут свои ветки вливать, и выделить еще целую неделю, чтобы эти все ветки слить, повторно их перепроверить в мастере и в конце концов задеплоить на сайт. То есть практически на ровном месте получился недельный аврал, в который они пытаются что-то делать, и при этом новые фичи они в это время никак не деплоят, никак не разрабатывают. Соответственно, такой подход, когда мы для каждой фичи делаем отдельную ветку, нам не особенно удобен в плане того, что он приводит в конце концов к авралам и к сложностям при слиянии этих фич. Потому что чем дольше программисты работают в ветках, тем сильнее код в их ветках отдаляется от реальности, от того, что происходит в мастере. И при этом никто из этих программистов не видит, с какими файлами сейчас работает их сосед.
То есть все программируют наугад и только в чате могут переписываться насчет того, что можно ли какой-нибудь класс отрефакторить, переименовать или нельзя. Потому что если в процессе такой работы кто-нибудь захочет обновить систему, например, обновить вендоры через Composer Update или какую-нибудь другую операцию, то он не может это сделать просто так прямо в ветке мастер. Для этих целей ему придется сделать еще одну ветку и там производить это обновление. Если он будет производить обновление прямо в ветке мастер, то это сломает все остальные ветки других разработчиков, о которых этот программист не догадывается. Аналогичная ситуация возникает, если кто-нибудь захочет сделать какой-нибудь рефакторинг какого-нибудь класса или какого-нибудь метода. Любой сегодняшний рефакторинг может доставить проблем через месяц, когда все программисты будут мержить свои фичи вместе. И при этом сам заказчик тоже не понимает, что там происходит в проекте и на какой он стадии сейчас. Какие фичи сделаны, какие нет. Потому что сами программисты не могут сказать, сделана их фича до конца или нет. Они элементарно даже не могут предсказать, когда они свою фичу вмержат в мастер и с какой попытки это у них получится. Поэтому если наш процесс разработки построен через наличие долгоживущих веток, то мы получаем проблему рассинхронизации кода разных программистов. И для того, чтобы решить эту проблему, как один из вариантов, программисты могут договориться друг с другом не использовать долгоживущие ветки, которые устаревают. Вместо этого они могут договориться вести свою разработку, например, в одной ветке. Но если команда договорилась производить код-ревью через pull реквесты, то в этом случае они могут создавать короткоживущие ветки, которые будут длиться в течение одного дня или нескольких часов. Например, с утра до обеда сделать несколько коммитов, отправить их pull реквестом и после обеда, когда этот pull request примут, уже делать другие добавления с новым кодом. То есть элементарно для того, чтобы в проекте не было долгоживущих веток, программисты могут отказаться от долгоживущих веток и договориться интегрировать свой код как можно чаще друг с другом. То есть если все программисты будут сразу пушить свои коммиты, то все видят, кто над чем занимается, какие файлы меняются, что обновляется, что рефакторится, и никаких проблем у других программистов не возникает. При таком подходе в репозитории в основной ветке код у нас всегда актуальный, всегда свежий и всегда у всех на виду. И если в любой момент вы захотите обновить композер или переименовать какой-нибудь метод в каком-нибудь классе, то вы можете спокойно это сделать, и сразу это будет заметно всем программистам. Таким образом, помимо классического подхода, когда мы используем фичи-бранчи для разработки наших фич, вместо этого мы можем использовать другой подход, именно Continuous Integration of Code. И при этом нам не особо важно, в какой ветке мы будем вести разработку. Мы можем эту всю разработку вести и либо в мастер ветке, либо сделать отдельную рабочую develop ветку и время от времени подливать ее в мастер. И на этом примере мы рассмотрели, какие варианты разработки у нас могут быть. Это у нас может быть разработка либо через фичи-бранчи, где мы для каждой фичи делаем отдельную ветку и производим все работы прямо там, и потом эту ветку мержим в мастер. Либо есть альтернативный подход, который называется Trunk-Based Development, а именно разработка в основной рабочей ветке, именно в одной, вместо того, чтобы создавать отдельные ветки для каждой фичи. Но здесь может возникнуть вопрос, как ориентироваться теперь по этим коммитам, чтобы понимать, что сделано, а что нет. Но если вы в свои коммиты называете с указанием номера задачи название коммита, то нет никаких проблем найти все коммиты, которые относятся к конкретной задаче. И при этом, как мы сказали, мы можем либо вообще не использовать ветки, либо использовать какие-нибудь короткие ветки, если это нужно нам для отправки pull реквестов или каких-нибудь других целей. И в теории такой подход выглядит достаточно красиво, что мы можем эти же самые фичи разрабатывать прямо в оригинальной ветке. Но если мы с вами переходим к практике, то здесь возникает вопрос, как нужно это дело контролировать и как, собственно, можно производить такую разработку, если фичи большие. Потому что если стоит задача сделать какую-нибудь маленькую фичу, например, исправить слово где-нибудь на сайте или поменять цвет кнопки, то это можно сразу поменять, закоммитить и запушить в мастер и задеплоить на продакшн. Но что делать, если фича очень большая, которую за один день или за один час не сделаешь? И здесь ответ такой, что некоторые фичи мы можем в принципе разбивать на отдельные мелкие подзадачи и их делать отдельными коммитами время от времени, подливая, подкоммичивая эти изменения. Например, если на сайте нужно сделать какую-нибудь новую страницу, то мы можем ее пока разрабатывать, сделать какой-нибудь компонент на фронтенде, и потом, когда мы этот компонент сделали, просто потом добавить этот пункт в меню. Например, если на нашем сайте вместо компонента welcome нужно сделать какой-нибудь более продвинутый компонент welcome. Что мы для этого можем сделать? Мы можем рядом создать еще один компонент под названием new welcome и разрабатывать его с его тестами. И потом, когда мы его доделаем, мы можем внутри app.js заменить этот старый компонент welcome на новый компонент new welcome. Соответственно, все коммиты, которые мы делали с созданием нового компонента, с его там доработками и всем этим остальным, мы можем производить прямо в ветке мастер и работать с этим, как мы обычно работаем с другими частями нашего приложения.
Соответственно, такие большие изменения мы можем производить именно так. Но у такого подхода будут проблемы с написанием end-to-end тестов для нашего проекта. Почему? Потому что изначально компонент выводится оригинальный welcome, старый компонент, мы разрабатываем новый компонент, и при этом у нас остаются старые тесты. Соответственно, когда мы после завершения работы будем переключать этот компонент со старого на новый, то нам нужно в экстренном порядке переписать все end-to-end тесты, которые будут теперь проверять отображение нового компонента на сайте вместо старого. Соответственно, перед нами появляется вопрос, как мы можем производить какие-нибудь скрытые обновления и изменения на сайте, но при этом, чтобы посетитель сайта этих изменений пока не видел. И для этих целей мы с вами можем схитрить и придумать некоторую функцию, с помощью которой мы можем переключать наше представление, наш проект с какого-нибудь с одного состояния на другое. Например, в нашем коде мы можем добавить некоторую функцию, которая будет проверять, доступна или недоступна, включена или отключена новая какая-нибудь фича. В нее мы, например, передаем название какой-нибудь фичи новой, например, новая welcome, которую нам нужно вывести. Соответственно, в зависимости от этой фичи, включена она или нет, выводим либо новый компонент, либо старый. Изначально, когда мы производим разработку, то где-нибудь в конфигурации нашего приложения мы можем объявить это значение со значением, например, false, что эта фича пока отключена. В этом случае, пока мы эту фичу делаем, мы ее отключаем, а когда мы эту фичу сделали, мы можем ее переключить в конфигурации на значение true, и тогда у нас отобразится новый компонент вместо старого. Но это то, что касается отображения на продакшене. А если мы производим локальную разработку и мы хотим сразу видеть как программист эту новую фичу, новый элемент new welcome, то мы можем усложнить нашу функцию isEnabled, чтобы она проверяла не только значения из конфигурации, но и значения, например, из особой служебной куки браузера. И теперь, учитывая, что наш такой переключатель фич реагирует на куки, мы можем дополнить наши end-to-end тесты, чтобы они при необходимости включали некоторую куку с таким параметром и проверяли результат, какой выводится на странице для проверки нового компонента welcome вместо старого. Если мы для нашего проекта напишем такой инструмент, с помощью которого мы можем включать или отключать фичи, то таким образом мы сможем производить скрытую разработку каких-нибудь новых фич в нашем проекте. И когда мы эту фичу уже полностью доделаем, мы можем в конфигурации уже ее включить на постоянной основе, чтобы она уже отобразилась на продакшене. И, например, в течение недели мы можем проверить, правильно работает она или нет. Если работает правильно, то тогда уже зайти, удалить старый код, который у нас был, и оставить только новый код без использования этой фичи. И такой подход, во-первых, упростит нашу разработку, а во-вторых, он позволит какие-нибудь фичи выкладывать в более аккуратном режиме, более безопасном. Например, если мы включили какую-нибудь фичу, задеплоили на продакшн и вдруг увидели, что там какие-нибудь ошибки у нас посыпались, то мы можем сразу эту фичу отключить через следующий деплой и спокойно ее дорабатывать, уже исправлять все ошибки. А потом после доработки включить эту фичу снова, и все посетители на сайте уже увидят новый дизайн или какой-нибудь другой новый, например, способ оплаты на сайте. То есть это удобно не только для локальной разработки, но и для деплоя этих фич отдельно друг от друга. Потому что если мы не используем такой подход, а мы произвели какой-нибудь деплой и вдруг у нас посыпались ошибки на продакшене, то нам придется откатывать целиком весь сайт. Тогда, если мы сделали роллбэк на сервере, мы не сможем задеплоить новые фичи, потому что мы будем полдня исправлять именно ту фичу, которая у нас привела к сбою. Мы не сможем ее просто так взять и отключить и задеплоить остальные фичи, кроме нее. И такой подход с включением и отключением фич в программировании называется фичи-тоглами или фича-флагами. И у Мартина Фаулера есть большая статья на эту тему, которая показывает, для чего они в принципе нужны и в каких целях мы можем их использовать. Здесь очень длинная статья. Она показывает, что мы можем, во-первых, использовать их для канареечного релиза. А именно канареечный релиз предполагает, что вместо того, чтобы включать какую-нибудь фичу сразу для всего проекта на продакшене, мы можем сделать так, чтобы эта фича включалась рандомно для разных пользователей. Когда мы деплоим наше приложение в кластер в виде нескольких экземпляров, нескольких копий, мы у некоторых копий можем эту фичу включать, а в некоторых отключать через переменное окружение. И таким образом любую новую фичу можно включить для 10, например, процентов пользователей, посетителей нашего сайта. И если в центре или в какие-нибудь другие логи у нас не посыпались ошибки, то в последующем включить ее для всех. Соответственно, это очень удобно для такого постепенного релиза, постепенного включения для всех пользователей. Ну и помимо этого можно фичи использовать для АБ-тестирования. Сильно углубляться мы в эту статью не будем, а пока реализуем в нашем проекте простейший вариант, через который мы можем именно включать и отключать новые фичи для целей разработки.
И сегодня мы попробуем реализовать фичи Toggl в нашем проекте, чтобы мы могли спокойно в следующем эпизоде производить разработку формы регистрации, чтобы ее сначала не было видно для других посетителей сайта. Пока вернем код, который у нас был раньше, и первым делом, перед тем, как мы приступим к разработке, попробуем обновить наши зависимости. Например, в последнее время у нас выпустился Xdebug новой версии, поэтому мы можем зайти в наши образы, которые относятся к нашему PHP FPM или PHP CLI, и обновить версию Xdebug на версию 3.0.2. И после этого можно перезапустить сборку нашего приложения и, соответственно, запустить наш сайт. Ну, мы запускаем нашу команду make_init, чтобы наш проект заработал. Инициализация прошла успешно, обновляем страницу, смотрим, что сайт у нас теперь работает. В данном случае наш сайт выводит эту самую фразу, что мы будем здесь скоро. И с этой фразой мы сегодня и будем работать. Но перед этим мы можем сформировать у себя привычку в начале рабочего дня производить обновление зависимостей. Как мы делали раньше, мы можем сразу запустить команду docker compose run, например, API PHP CLI, и запустить там команду composer update. И после этого запустить отдельные команды yarn update из нашего фронтенда и Cucumber. Но вместо этого, чтобы не запускать эти команды вручную, мы можем даже такое обновление с вами автоматизировать. Что имеется в виду? А именно то, что рядом с командами по установке зависимостей мы можем сделать еще одну команду по обновлению этой зависимости. И то же самое сделать для наших остальных подсистем нашего проекта. Например, после команды yarn install здесь можно добавить команду yarn upgrade, которая будет производить обновление этих зависимостей для фронтенда и аналогичным образом обновление для нашего Cucumber. Теперь, когда добавили команды для минорного обновления, мы здесь можем добавить команду, которая будет запускать все эти подкоманды, которые мы с вами сделали. Ну и для надежности, после скачивания всех этих элементов, можно запустить команду restart, которая у нас перезагрузит все наши серверы, чтобы у нас реактовский dev-сервер уже запустился с новыми зависимостями. То есть, чтобы у нас перезапустились все фоновые процессы. Соответственно, когда мы это сделали, мы можем запустить теперь команду make_update_deps, через которую обновить все зависимости всех пакетов в нашем проекте. И теперь после обновления мы можем запустить нашу команду makeCheck, которая запустит у нас все линтеры, анализаторы, тесты. Но помимо makeCheck мы с вами запускали команду test A2E, но в принципе мы можем эту команду добавить после запуска нашей команды check. Соответственно, теперь можно запустить нашу makeCheck, чтобы проверить, все у нас работает или нет. Все, мы обновление произвели, через чек проверили, у нас все тесты прошли, соответственно, мы можем закоммитить, запушить наши изменения. Но теперь при желании, помимо таких минорных обновлений, мы можем проверить, какие у нас обновления могут быть мажорные, если у вас есть время и вы хотите заняться обновлением до мажорных версий. В данном случае у нас появилась обновленная версия для Psalm плагина PHP Unit, которая теперь версия 0.15 вместо версии 0.13. И да, мы видим, что по версии SimVer она вроде как является минорным обновлением, но так как это у нас девелоперская версия до первого релиза, то композер очень аккуратно относится к этим минорным версиям, еще не зарелизенным в версии 1. Соответственно, несмотря на то, что это минорная версия, устанавливать ее тоже нужно через команду composer require, перебив эту версию со старой на новой. Если у нас зарелизится новая версия, то тогда уже эта версия поменяется. Теперь аналогично можем проверить обновления мажорные на нашем фронтенде и после этого на Cucumber. Мы видим, что на фронтенде новая версия config-приттера, с 6 версии на 7 мы с вами перешли. Соответственно, мы можем отдельной командой перебить эту версию на новую. Это у нас плагин для линтера. Мы можем запустить команду frontend-check, чтобы проверить, что этот линтер у нас при этом не сломался. Она у нас запустит именно все линтеры, которые у нас есть. Все обновилось успешно, теперь проверяем наш Cucumber. Есть ли новые версии мажорные для Cucumber. Мажорных там версий нет, значит все, обновление мы с вами сделали полностью. И теперь, когда обновление по-быстрому произвели, мы можем приступить к разработке.
И что у нас есть пока на данный момент времени? У нас есть некоторый фронтенд, на котором выводится наш компонент welcome, который мы с вами пока поместили в папку components. Что в этом компоненте происходит? Здесь есть некоторый div, у которого через тестовый идентификатор проставлен такой идентификатор welcome. Мы это сделали для того, что когда мы используем некоторые CSS стили в виде модулей, то у нас здесь генерируются рандомные имена классов. Соответственно, в end-to-end тестов мы не можем полагаться на эти имена классов, поэтому нам приходится добавлять какой-нибудь дополнительный атрибут, по которому мы будем искать эти элементы для тестов. Соответственно, в нашем Cucumber тесте, который проверяет нашу главную страницу через home, который показывает, что здесь есть такой welcome блок, мы в step definition прописали, что мы ищем именно этот элемент по такому селектору. И сейчас мы здесь написали много кода, который ищет, во-первых, сам этот элемент, потом достает из него h1 тег и проверяет, что в h1 у него содержится аукцион. В принципе, эту проверку отсюда можно убрать и оставить только элемент, который будет искать именно вот этот welcome элемент на сайте. Соответственно, лишнюю зависимость и константу здесь можно убрать. То есть таким образом мы можем устранить некоторую избыточность в тестах и оставить только проверку, что показывался некоторый div с этим элементом. А потом уже дополнительные проверки производить отдельными строками в этом тесте. Что теперь в нашем коде мы можем улучшить? Когда мы выделяли отдельный компонент welcome, мы его просто выделили в папку components, которые иногда делают в простейших проектах, если хотят вынести туда некоторые компоненты отдельные. Но вместо такого базового разделения, где у нас компоненты отдельно, там состояние отдельно, какие-нибудь другие элементы отдельно по отдельным типам, мы можем, как на нашем бэкэнде, формировать и группировать элементы по их фиче, по их назначению, а не по типу. А именно, если мы рассмотрим исходную папку в нашем API, то вместо того, чтобы делать отдельно папку controllers, отдельно entities, отдельно еще какую-нибудь другую, мы здесь формируем, группируем эти элементы по назначениям. В данном случае out это у нас полностью модуль аутентификации со всеми его элементами. Например, frontend это у нас отдельный компонент со всеми его twig экстеншенами и остальными вещами. А error handler это все, что касается у нас обработки ошибок для нашего переопределения логов для хранения их в центре. То есть вместо банального разделения по типам элементов мы код раскладываем по папкам, которые мы раскладываем именно по смыслу, а не по их назначению. Соответственно, то же самое мы можем сделать на нашем фронтенде. Вместо того, чтобы делать отдельную папку компонентов и туда помещать только одни компоненты, мы можем именовать папки именно для отдельных компонентов целиком. Соответственно, от стандартной папки компонент мы можем отказаться и ее просто здесь переименовать в папку под названием welcome. Если у нас это все компонент welcome, то мы можем этот компонент поместить в папку под таким же названием welcome. Соответственно, если мы это с вами сделаем, то внутри нашего приложения нужно поменять импорт, чтобы он импортировал этот файл из этой папки welcome. Но такой импорт здесь смотрится не очень удобно. Вместо этого было бы удобнее делать импорт более простой. Например, напрямую из какой-нибудь папки welcome мы хотим оттуда импортировать какой-нибудь компонент по умолчанию. И для того, чтобы это работало, JavaScript позволяет нам некоторые папки оформлять в виде модулей, в виде пакетов, из которых мы можем экспортировать только те компоненты, которые нам необходимы. И для того, чтобы это работало, достаточно в любой папке создать JavaScript файл под названием index. И в этом JavaScript файле можно, например, импортировать какой-нибудь компонент сам welcome и потом его экспортировать по умолчанию именно этот компонент под таким названием welcome. Соответственно, если мы здесь напишем такой индекс и из него пропишем некоторые экспорты, какие нужно из него экспортировать, то когда мы с ним работаем с этим компонентом, то мы можем теперь экспортировать напрямую и импортировать из этой папки. И мы видим, что редактор у нас не подсвечивает никакой ошибки. Если мы кликнем по этому welcome, то мы сразу проваливаемся в этот компонент welcome через этот индекс. То есть такой реэкспорт у нас производится успешно. Но вместо такой длинной записи в виде двух строк мы можем использовать более короткую запись. В данном случае нам нужно объявить, что мы должны экспортировать дефолтный элемент из вот этого файла welcome, который у нас есть, и оставить только одну строку. И теперь, когда мы welcome оформили здесь в виде отдельной папки отдельного компонента, то же самое мы можем произвести с нашим приложением. Переместить его тоже в отдельную папку app и добавить туда индекс, который будет экспортировать только сам компонент app. Если мы app туда перенесем, то в index.jsx у нас ничего не поменяется. Мы будем также импортировать app, но уже из папки app вместо файла app. А внутри папки у нас будет тот же самый индекс, который будет экспортировать этот же самый компонент app изнутри уже этого самого модуля app. Что в принципе для нас очень удобно. И теперь, когда мы подготовили нашу папку для экспериментов, мы уже можем экспериментировать с нашими фичи-тоглами. А именно мы попробуем сегодня добавить фичи-тоглы, чтобы они работали в нашем компоненте welcome.
А именно мы будем рассматривать такой фич toggle, который в нашем компоненте welcome будет менять этот текст. Вместо текста, что мы скоро здесь появимся, здесь будет выводиться другой текст, что мы уже здесь. И для того, чтобы проверять результат в нашем end-to-end тесте, мы можем немного дополнить наш тест, который проверяет, что у нас welcome блок выводится, и добавить здесь дополнительные проверки. Например, сейчас по умолчанию, если мы заходим на главную страницу, то там должен выводиться welcome блок, и у него мы должны на странице видеть такой текст, но мы не должны видеть текст, что мы уже здесь. И в нашем файле, который теперь описывает элементы на странице, добавляем две новые проверки. Во-первых, импортируем сюда константу then с эту функцию, которая из нашего содержится в Cucumber. И прописываем такую проверку и прописываем такую проверку. Соответственно, как мы будем это делать? Мы берем весь контент из нашей страницы и проверяем, что он содержит это значение, эту строку, которая сюда прилетела. Теперь, когда мы это дело добавили, мы можем для надежности перезапустить наш девелоперский сервер фронтенда через команду make restart, которая перезапустит все наши контейнеры. И после этого запустить наши end-to-end тесты снова. Да, мы видим, что тесты проходят без ошибок, и эти строки у нас нормально парсятся самими тестами. Да, сейчас они проходят, мы можем зайти на нашу страницу и посмотреть, что у нас страница открывается как и раньше. Значит, все у нас на сайте работает, теперь мы можем приступить к нашим фичи-тоглам. И для того, чтобы реализовать в нашем проекте фичи-тоглы, мы можем подключить либо готовый компонент для React, который позволяет работать с такими фичи-тоглами, с такими переключателями, либо написать свою собственную реализацию. Но при этом обращайте внимание, что если будете искать готовые компоненты, они у нас могут быть немного устаревшими в репозитории в своем. И в принципе можно взять свежий пакет под названием React Feature Tools, который так и называется. И здесь в документации есть примеры, как мы можем его использовать. У нас здесь предоставляется некоторый провайдер, в который мы можем поместить массив из наших фич и потом использовать компонент фича, в который указывает название фичи, который мы хотим проверять, и у него в active компонент или inactive компонент для этой фичи передавать компонент, который нужно вводить в зависимости от того, включена эта фича или нет. То есть, в принципе, можно взять и подключить его. Но такой подход не очень удобен, именно потому, что в данном случае все наши контенты нам нужно передавать в виде отдельных пропсов под названием active компонент или inactive компонент. То есть в данном случае мы не можем вот этим компонентом фича просто обернуть участок нашего кода, нашей верстки, чтобы скрыть или показать этот фрагмент. Но в принципе мы можем написать свой собственный компонент, потому что работа его в принципе очень примитивная. А именно работа заключается в том, что ему нужно передать массив активных в данный момент фич и потом уже просто проверять, есть ли в этом массиве тот элемент, который мы здесь указываем. То есть работа всех этих компонентов достаточно примитивная, поэтому мы можем спокойно, вместо того, чтобы подключать какую-нибудь стороннюю зависимость, можем написать свой собственный компонент, который будет делать то же самое. Так что давайте попробуем это сделать. Первое, что нам нужно сделать в нашем коде, это где-нибудь завести список наших фич. И в данном случае входной скрипт это у нас index.jsx, из которого запускается все наше приложение, поэтому фичи пока мы можем объявить прямо здесь. Объявляем массив каких-нибудь доступных фич, и пока мы можем обойтись без провайдера и каких-нибудь других способов, а мы можем эти фичи передать через отдельный проб под названием features. Соответственно, если мы перейдем в наше приложение, то мы можем сюда принять эти самые фичи, и потом уже эти же самые фичи передать в наш компонент welcome, чтобы использовать его там. Если мы welcome передаем эти фичи, то мы эти фичи здесь тоже принимаем, и потом на основе их мы можем уже выводить разные тексты в нашем предложении, в нашем представлении. Например, вместо того, чтобы выводить здесь просто старый текст, мы можем добавить тернарный оператор, некоторые условия, который будет выводить разный текст в зависимости от того, включена у нас эта фича, что мы уже здесь, или не включена. В принципе, мы можем проверить, как это работает на сайте, но мы первоначально можем запустить команду frontend check, которая проверит, что у нас нет ли никаких-нибудь ошибок в нашем исходном коде. И мы здесь видим, что линтер у нас ругается, что мы в наших компонентах принимаем некоторый пропс под названием features, но мы при этом не описали тип этого пропса через отдельный компонент под названием proptypes, через некоторые правила. О чем это говорит? А именно то, что мы сейчас не пишем на TypeScript, поэтому напрямую тип пропсов указать не можем. То есть мы не можем указать, что здесь мы должны принимать массив из строк или какой-нибудь другой элемент. И что этот элемент, features, у нас здесь именно обязательное поле, которое должно быть обязательно заполнено. Но если мы программируем не на TypeScript, то в React для этого есть отдельный компонент, отдельная библиотека, через которую мы можем эти типы здесь указывать. Если она у вас еще не установлена, мы можем установить себе библиотеку, которая так и называется proptypes. И теперь, если эта библиотека есть в нашем проекте, то мы можем импортировать тот самый элемент proptypes из этой библиотеки
И теперь с помощью этого PropTypes мы можем нашему компоненту app прописать, какие типы полей ему нужны. В данном случае здесь добавляем новое свойство PropTypes в нашу функцию. Это у нас JavaScript, поэтому мы можем новые поля присваивать абсолютно любым элементам, хоть функциям, хоть объектам, хоть еще кому угодно. И теперь мы присваиваем этот самый PropTypes и в него указываем, что нашему пропсу под названием Features мы указываем тип, что это у нас массив, и этот массив у нас обязательный. Соответственно, то же самое нам нужно сделать для нашего компонента Welcome, который теперь тоже принимает некоторые props. Добавляем здесь определение PropTypes и делаем то же самое, но для нашего компонента Welcome. Когда мы с вами объявляем такие PropTypes, то теперь наш React, наши линтеры будут постоянно следить за правильностью этих пропсов. Соответственно, если мы где-нибудь вдруг забудем передать эти пропсы, а если этот пропс объявлен обязательным, либо сюда передаем какую-нибудь строку вместо массива, то сразу у нас редактор и линтер и все это остальное будут ругаться, что мы туда передаем какую-нибудь ерунду, а не тот тип, который там указан. И теперь, когда мы PropType добавили, запускаем тесты, то тесты у нас падают с ошибкой, что в наших тестах мы уже не передаем этот самый фичи в наше приложение, в наш welcome, и, соответственно, у нас эта проверка падает с ошибкой. Соответственно, чтобы это работало теперь успешно, можно зайти в наш welcome тест и сюда в welcome передать именно этот самый элемент features. Сюда мы можем пока передать пустой массив фич, чтобы проверить, что у нас просто выводится там аукцион и все. В данном случае это у нас простейший тест, который проверяет, что у нас выводится просто заголовок аукцион, но мы вместо него можем написать более продвинутые тесты, которые будут выводить и старый welcome проверять, и новый welcome. То есть такими двумя тестами мы можем проверить, что у нас выводится здесь старый текст, а здесь уже выводится новый текст с новой этой фичей. Соответственно, мы можем запустить этот тест, но перед этим мы можем зайти в наше приложение и в тесте тоже добавить сюда список фич, потому что нас даже редактор подсвечивает, что мы туда не дописали некоторые атрибуты. И теперь после этого запускаем чек снова и проверяем, что у нас линтеры и тесты проходят успешно. В итоге тесты у нас работают, мы можем проверить, как это выводится на странице. И здесь пока выводится старый текст, но мы можем схитрить, зайти в наш index.jsx и сюда добавить название нашей новой фичи. Заходим сюда, копируем название фичи из этого элемента и сюда добавляем новый элемент в этот массив. Теперь обновляем страницу и мы здесь видим уже новый текст, что мы уже здесь. То есть переключение этой фичи у нас успешно работает, но пока вручную, без всякой поддержки куков и других параметров. И в итоге переключение фич пока у нас работает в примитивном режиме, и мы пока от передачи этих фич через пропсы можем перейти к передаче их через контексты. Если вы не особо понимаете, как работают контексты и все это остальное внутри React, то советую посмотреть на нашу предыдущую серию под названием «Что есть React», где мы все это рассмотрели. Соответственно, чтобы передавать фичи вглубь через контекст, нам нужно этот контекст создать. И для этих целей мы здесь можем создать папку под названием FeatureToggle, в которой будем складывать все наши классы и все остальные элементы, компоненты, функции, которые у нас относятся к FeatureToggle. И первое, что мы сделаем в этой папке, это наш файл контекста. Соответственно, объявляем здесь featureContext.js и, соответственно, добавляем в него код, который будет создавать контекст и его экспортировать. И теперь, когда мы этот контекст здесь написали, мы можем перейти в наше приложение и обернуть наш код в использование этого контекста именно его провайдера. Объявляем здесь провайдер и в значении value передаем, собственно, сам список наших фич. Вместо того, чтобы передавать эти фичи напрямую в welcome прямо сюда. И в данный момент, когда мы импортировали этот контекст, он у нас получился по такому названию, по такому пути, напрямую из этого файла. Но, в принципе, мы можем здесь создать тоже файл index.js и прописать, какие мы хотим элементы экспортировать во внешний мир из нашей папки FeatureToggle. Соответственно, если мы хотим оттуда экспортировать наш фич-контекст, то мы можем его экспортировать не просто по полю default, а, например, по его названию. Потому что по умолчанию из нашей папки FeatureToggle мы будем экспортировать именно наш компонент FeatureFlag, с помощью которого мы можем оборачивать наш код. А все остальные элементы мы должны переэкспортировать не по умолчанию, а именно под какими-нибудь именами, которые мы можем здесь прописать. И теперь, когда мы это сделали, мы можем теперь импортировать наш фичи-контекст из этой папки, но не напрямую так, по дефолту, а именно конкретный элемент, а не дефолтный. И теперь, когда мы этот контекст здесь написали, мы должны переписать наш компонент welcome, чтобы он эти фичи получал не напрямую через props, а через контекст. То есть здесь мы указываем const под названием features, который у нас есть, и здесь используем, например, hook useContext, чтобы получить значение из нашего фичи контекста. Соответственно, этот hook мы с вами импортируем из React через использование useContext из самой библиотеки контекст. Соответственно, отсюда props убираем и PropTypes отсюда тоже убираем.
Теперь под такой подход нам нужно переписать и тест нашего welcome тест, нашего компонента welcome. Чтобы тест у нас работал как и раньше, нам нужно обернуть наш welcome в нашем тесте именно в этот контекст, в который передать сами эти фичи. Соответственно, когда мы вызываем метод render, мы здесь используем тот же самый фича контекст, его провайдер, и в него передаем value именно те самые фичи, которые мы с вами хотим использовать. Это мы сделаем и в этом тесте, и сделаем то же самое в этом тесте, но в данном случае туда передаем этот элемент с нашей фичи, который мы хотим здесь использовать. Остальной код с передачей пропса мы здесь удаляем, оставляем только такой примитивный. Если мы теперь запустим тесты, то они у нас должны пройти и ничего не должно на нашем сайте поменяться. Так что давайте попробуем, запустится этот код у нас или нет. Да, мы видим, что линтеры и тесты прошли, значит ничего мы не сломали в нашем коде. Соответственно, мы с вами создали отдельный контекст, и мы теперь можем через этот контекст передавать наши фичи в любую глубь, в любой компонент внутри нашего приложения. Теперь в нашем приложении, если мы хотим использовать фичи тогла, то мы просто подключаем здесь этот провайдер, в его значение передаем массив наших фич, и потом уже этот массив используем, получаем в наших компонентах. Но использовать здесь напрямую фичи контекст во всех местах и в приложении, и в тестах не очень удобно. Вместо этого было бы удобнее сделать отдельный компонент, который будет просто оборачивать этот контекст и будет называться немного более удобно. И вместо пропса по умолчанию value здесь мы можем добавить свой собственный пропс под названием features, в который мы будем эти фичи передавать. Это будет намного удобнее в плане чтения этого кода, вместо того, чтобы возиться через точку с провайдером контекста, с его консюмером и так далее, и так далее. Соответственно, в нашей папке нужно создать такой провайдер и этот провайдер использовать напрямую вместо контекста здесь. И то же самое переделать в наших тестах, чтобы перейти на использование этого провайдера. Так что давайте его с вами сделаем. Создаем этот компонент фичи провайдер, который внутри будет запускать сам провайдер из контекста оригинальный и фичи пробрасывать ее в value. Теперь, если у нас есть такой провайдер, мы можем теперь его экспортировать из нашего индекса и использовать уже этот провайдер вместо напрямую контекста. Соответственно, под этот код теперь нужно переписать все наши тесты, которые используют фичи провайдер, на использование фичи провайдер с передачей фичи прямо в него. Таким образом. Соответственно, запускаем проверки. Получилось у нас что-нибудь или нет. Да, все проверки до сих пор проходят. В итоге провайдер у нас работает. Если мы перейдем в наш компонент, то увидим, что сейчас мы извлекаем значение фич из нашего контекста и потом через include сравниваем, есть ли там в этом массиве это самое значение этой фичи, которую мы здесь используем. Но вместо ручного написания такого условия мы можем упростить себе работу. А именно, вместо того, чтобы использовать здесь условия напрямую, мы можем сделать еще один вспомогательный компонент, с помощью которого мы можем производить переключение какого-нибудь текста, какого-нибудь контента в нашем приложении, в любом компоненте. Например, в этом компоненте у нас есть старый текст и новый, и нам нужно в зависимости от этой фичи включать либо новый текст, либо старый. И для того, чтобы не писать здесь таких условий вручную, мы можем здесь сделать дополнительный компонент, который назвать, например, фича flag, которому через имя указывать название нашей фичи, которую мы хотим проверить. Если мы сделаем такой компонент, то им можно будет более удобно оборачивать любой контент в нашем коде. Соответственно, при таком подходе мы можем отсюда убрать использование нашего контекста и импортировать только этот самый фича flag из нашего пакета. Если мы часто будем использовать именно этот компонент фича flag, то его можно импортировать как дефолтный элемент по умолчанию из нашей папки фича toggle, из ее индекса. И теперь в нашем компоненте welcome мы новый текст можем обернуть этим фича флагом. Но нам с вами нужно сделать так, чтобы при включении этой фичи старый текст пропадал. И как мы можем это осуществить? В принципе, мы можем сделать тот же самый компонент фича flag и использовать его для этих целей. Но для того, чтобы он работал инвертированно, то есть отключался при включении фичи, мы можем добавить еще один property под названием, например, not или inverse. Это будет достаточно удобно. И давайте с вами это сделаем. Для этих целей создаем компонент FeatureFlag и, например, сюда добавляем некоторый код, который будет проверять этим же самым условием, включена фича или нет. А если мы теперь этому FeatureFlag хотим добавить инверсию через параметр not со значением по умолчанию, например, false, то мы можем теперь спокойно использовать этот параметр для того, чтобы инвертировать это условие. Например, если у нас передан not, то в этом случае мы должны брать значение не из active, а не из active. А если not не передан, то в этом случае берем напрямую значение из active. Соответственно, инвертируем это условие так. И здесь можно добавить дополнительный props булевого типа, вместо того, чтобы использовать его как значение
строк его. И в данном случае required можно ему не указывать, потому что мы здесь указали ему значение по умолчанию. И теперь, если мы такой компонент feature-flag написали, то его теперь можно экспортировать из нашего компонента, из нашей папки по умолчанию. Например, здесь указываем просто default и возвращаем значение feature-flag из этого компонента. Соответственно, если мы такое сделаем, то по умолчанию мы можем импортировать этот feature-flag из нашей папки напрямую в наш компонент welcome, без использования здесь фигурных скобок. Параллельно к нашему компоненту можно написать тест, который будет проверять его работоспособность. В данном случае он берет тот самый провайдер, закидывает в него текущее значение фич, например, в виде такого массива. И после этого внутри провайдера рендерит наш компонент feature-flag и оборачивает этим компонентом некоторый контент. Этот тест у нас проверяет, что если фича у нас активна, то в этом случае наш контент, который у нас сгенерируется в нашем контейнере, должен содержать фразу контент, которую мы здесь написали. Соответственно, второй тест работает так же, но если фича не передана и фича не активна, то в этом случае контент у нас не будет выводиться в этом контейнере, не отрендерится в виде текста в этом контейнере. И аналогично мы можем добавить дополнительные тесты, которые проверяют наш feature-flag со значением not. А именно, когда мы передаем наши новые фичи и при этом устанавливаем в props not значение true. И чтобы проверить, как это работает, запускаем наши тесты снова. Линтеры и тесты у нас проходят, значит все работает как мы хотели. И на данный момент у нас сделан провайдер для передачи наших фич через контекст и компонент feature-flag, который получает этот контекст, извлекает оттуда фичи и уже сравнивает, есть ли активная такая фича. И в данный момент мы все эти фичи передаем сюда напрямую из этого скрипта, где они перечислены именно в массиве включенных фич в данный момент времени. Соответственно, если мы хотим включить фичу, чтобы ее проверить, как она работает, мы здесь можем написать ее название в этом массиве, и тогда у нас появится новый текст на сайте. Но для удобства разработки и тестирования мы с вами сказали, что мы фичи должны сделать так, чтобы они могли включаться по кукам. И для этих целей мы можем использовать напрямую значения из document cookies, которые хранятся в JavaScript. Но напрямую оттуда значение читать неудобно, потому что куки хранятся там в виде строки, где в этой строке указано название этой куки, ее значение, и после этого через точку запятой уже другое название и другое значение. И чтобы вручную через сплит или как-нибудь регулярками это дело не парсить, мы можем подключить отдельную библиотеку, которая так и называется cookie. И теперь, когда установили эту библиотеку, можем ее использовать. Для этих целей мы можем импортировать к себе этот самый объект cookie. И после того, как его импортировали, мы можем уже извлечь значение cookie из документ cookie, его распарсить через эту библиотеку и получить некоторую структуру со всеми полями. И если мы с вами договоримся использовать куку с названием features для этих целей, то мы можем извлечь это значение features или значение по умолчанию в виде пустой строки и потом эту строку разрезать по запятой с отсечением всех пробелов. То есть таким образом, если мы в браузере установим такую куку, где мы будем через запятую перечислять все фичи, которые мы хотим включить, то сюда попадет именно массив этих фич. И эти фичи, которые у нас были раньше, мы можем, например, отсюда склонировать, сделать еще один параметр значения features, а эти значения переименовать, например, дефолтные фичи, которые включены по умолчанию. Соответственно, если мы теперь имеем массив дефолтных фич и массив фич из наших кукисов, то мы можем здесь создать массив из вот этих элементов. То есть мы мержим два массива в один, и теперь этот общий массив передаем в наш провайдер, чтобы он уже отображался на нашем сайте. И теперь мы можем проверить, как это работает в браузере. Если мы перейдем в наше приложение, то по умолчанию вводится пока старый текст. Но если мы перейдем в инструменты разработчика, перейдем в секцию Application и откроем здесь куки, то мы можем здесь добавить значение cookie со значением, например, что у нас эта фича будет активной. И теперь нам достаточно будет обновить страницу, и мы здесь видим, что выводится уже новый текст, а не тот текст, который был раньше. Соответственно, любому программисту достаточно спокойно вбить сюда ту фичу, которую он хочет рассмотреть, с какой работает, и тогда у нас на сайте отобразится ему именно его фича, с которой он хочет работать. И таким образом теперь можно спокойно разрабатывать наш проект. Но, как мы уже сказали, мы теперь это дело можем использовать для наших тестов. Например, мы можем в тестах добавить дополнительный сценарий, дополнительную секцию, которая будет проверять, как это дело, как этот текст работает, если мы включим эту фичу в этом тесте. Для этих целей можно добавить строку, которая будет описывать, какую фичу мы хотим сейчас в данный момент включить. И в этом тесте мы просто пишем, что если у нас включена такая фича, то мы не видим старый текст и видим новый текст. И чтобы это у нас работало, мы можем сюда в степы добавить дополнительный скрипт, в котором описать эту строку, которая будет просто проставлять фичи для текущей страницы.
Соответственно, мы здесь добавляем файл feature.js и пишем здесь код, который на эту страницу, с которой мы работаем, устанавливает куки с такими параметрами. И здесь мы проставляем куку с нашим именем с привязкой к gateway, потому что наши end-to-end тесты запускаются на домене gateway вместо домена localhost. И здесь мы и проставляем HTTP only со значением false, чтобы иметь доступ к этой куке JavaScript. И теперь, когда мы такой скрипт написали, мы можем запустить наши тесты для проверки, как они работают. Здесь мы видим, что у нас теперь выполняется два сценария, потому что мы написали второй сценарий, который проверяет новый текст. И таким образом мы с вами можем тестировать одновременно и старую страницу на нашем сайте, и новую страницу, которую мы сейчас разрабатываем. И в тот момент, когда мы с вами доделаем наш проект, мы можем перейти в наш файл index.jsx и просто включить эту фичу по умолчанию. И с таким конфигом она уже включится на продакшене для всех посетителей и отобразится на сайте. И если вдруг после выкладки этой фичи мы вдруг обнаружим какие-нибудь ошибки, то мы можем даже зайти сюда, отключить эту фичу и задеплоить наш проект снова уже с отключенной фичей обратно. Но такой подход, когда мы просто используем массивы, не очень удобен для разработки. А неудобен он тем, что если мы зайдем в этот файл, то мы не увидим здесь, какие вообще фичи существуют в нашем проекте, с какими сейчас кто-то работает. И нам придется лазить по всем компонентам и искать, как же называется наша фича, которую мы с вами хотим включить. Поэтому вместо того, чтобы работать с простым массивом, здесь можно перейти на использование некоторой структуры конфигурации, где полями будут названия фич, а значениями будут значения true или false, в зависимости от того, включена эта фича или нет. И чтобы это у нас работало, мы теперь не можем просто взять и смержить два этих массива, потому что это у нас теперь не массив, и полями у него могут быть не только включенные фичи, но и выключенные. Поэтому, чтобы это у нас работало, мы можем написать свою какую-нибудь функцию под названием, например, merge features, в которую передавать набор этих фич, которые мы хотим смержить. Например, мы передаем дефолтные фичи в виде объекта и фичи из кукисов в виде массива. И внутри этой функции мы уже можем написать код, который будет парсить этот объект, из него извлекать только поля, у которых проставлены значения true, и эти поля потом преобразовывать в массив. Так что давайте это с вами сделаем. Эту функцию мы поместим в нашу папку feature.toggle и будем ее импортировать по такому названию merge features. Соответственно, для того, чтобы она у нас работала, мы здесь можем написать этот файл merge features.js и в него поместить эту функцию. И для этой функции мы можем написать тест, который будет эмулировать работу с этой функцией. Например, мы можем объявить три списка фич, один в виде структуры, второй в виде массива и третий тоже в виде структуры. И далее мы в эту функцию передаем все эти три списка и получаем оттуда результат. И мы должны проверить, что этот результат будет внутри содержать отсортированный список всех фич, которые сейчас активны. И теперь под этот тест мы можем написать нашу функцию. В этой функции мы принимаем сколько угодно массивов таких списков, и первым делом мы их нормализуем, а именно из объектов превращаем в массив с активными элементами, и после этого все массивы склеиваем и сортируем. И мы можем проверить, как это работает, запустив эти тесты для фронтенда. И да, мы видим, что линтеры и тесты у нас прошли, значит эта функция работает успешно. И теперь, когда у нас есть такая функция, с фичами работать стало немного удобнее. А именно мы можем напрямую зайти в наш файл index.jsx и увидеть сразу весь список фич, которые можно найти в нашем проекте. И с таким мержем мы можем более удобно включать наши фичи. Но при таком подходе, если мы просто напишем такую реализацию, которая у нас, и если вдруг потом после разработки мы включим какую-нибудь фичу, то увидим ошибку при запуске наших тестов. Какую ошибку? Если мы сейчас попробуем запустить end-to-end тесты, то увидим, что некоторый текст у нас не найдется теперь на странице и вылетит ошибка выполнения этого теста. И мы видим, что здесь не сработало условие, что на странице не должна быть фраза «мы уже здесь». Такое поведение у нас вполне ожидаемое. Почему? Потому что когда мы включаем фичу, у нас меняется текст на главной странице и у нас автоматически падает предыдущий тест, который рассчитан на старую главную страницу. Здесь у нас возникает вопрос, как нам поступить с таким тестом, чтобы он у нас не падал автоматически при включении фичи. И поступить с ним можно несколькими путями. В простейшем случае при включении фичи мы можем старые тесты, которые проверяют старую страницу, абсолютно полностью удалить. Либо вместо удаления мы можем придумать какой-нибудь тег, например skip или подобный, и прописать здесь этот тег, чтобы этот тест у нас не запускался. Но мы с вами можем сделать более удобную работу. А именно, помимо того, что мы можем включать какую-нибудь фичу в тестах, аналогично мы можем сделать так, чтобы мы могли любую фичу отключить. Например, прописать здесь строку, что мы не имеем такую фичу, и чтобы этот тест у нас прошел. И чтобы это у нас реализовать, нам можно перейти в тот самый скрипт, который включает нашу фичу, и здесь
реализовать другой скрипт, который будет эту же фичу или какую-нибудь другую отключать. Для этих целей здесь добавляем условие, что мы не имеем какую-нибудь фичу, и, например, мы можем с вами договориться, что когда мы проставляем наши куки, мы можем некоторые отключенные фичи начинать с восклицательного знака, как со знака отрицания. И чтобы это работало, нам нужно переделать функцию merge features, чтобы она понимала такую нотацию, что некоторые фичи можно не только включать, но и отключать. И как мы будем это делать? Для этих целей мы можем сначала изменить наш тест. И для проверки такого поведения нам можно сымитировать такую ситуацию, что, например, третья фича у нас активна, а в этом массиве, который у нас прилетел из кукисов или с другого источника, мы можем дописать здесь отключение этой третьей фичи через восклицательный знак. И теперь для полноты картины можно дополнить этот тест, чтобы из этого третьего списка мы могли отключить какой-нибудь из фич, обозначенной в первом списке. Соответственно, в первом списке можно добавить какую-нибудь пятую фичу, а здесь эту пятую фичу переключить в значение false. И мы здесь можем заметить, что после такого слияния у нас должны остаться первая фича из первого списка, вторая фича, включенная во втором списке, и, например, четвертая фича, которая включена была в третьем списке. А при этом третья и пятая должны быть отключены, потому что третья отключается у нас в этой строке, а пятая отключается в третьем списке. Теперь под такой новый тест нужно переписать нашу функцию merge features. Раньше эта комбинация работала у нас так, что сначала функция transform у нас превращала объекты в массивы. То есть из всех объектов извлекала массив полей, у которых проставлено значение в true. И после того, как эти все массивы были извлечены, после этого все массивы склеивались и сортировались. А нам сейчас нужно сделать наоборот, чтобы учитывать значение true или false во всех наших списках, чтобы false из следующих списков могли перекрыть предыдущие true значения из предыдущих списков. И для этих целей эти функции нужно переделать. А именно, вместо того, чтобы они превращали объекты в массив, здесь нужно сделать наоборот, чтобы они превращали все массивы в объект, у которого просто проставлено значение true. И потом уже после этого мержить не массивы, а объекты. И для этих целей мы сначала можем инвертировать это условие, и если это значение features не массив, а объект, то вернуть напрямую этот объект. И дальше, если нам передан массив, нужно пройти по элементам этого массива и посмотреть, начинаются они с восклицательного знака или нет. Соответственно, этот код можно поменять примерно такой. И что мы здесь делаем? Мы проходим по массиву этих значений, и если это значение начинается с восклицательного знака, то мы отрицаем этот восклицательный знак и возвращаем здесь массив, который содержит название фичи и значение false. А иначе, если value не начинается с такого восклицательного знака, то возвращаем название этой фичи и значение true. То есть этим мэпом мы с вами преобразовываем название фич из нашего массива в некоторый массив, который содержит уже массив массивов, в которых первый элемент будет являться названием фичи, а второй элемент является ее значением. И теперь мы этот массив для полей передаем в вызов object_from_entries, который на основе этих массивов создает объект, у которого эти значения попадают в название полей, а эти true или false попадают в значение этих полей. И теперь, когда мы функцией transform все массивы преобразовали в объекты, мы можем смешать эти объекты. Для этих целей мы можем произвести такой подход. Мы берем эти списки, которые у нас есть, сначала прогоняем их через transform и получаем массив объектов. И по аналогии с тем, как мы раньше мержили массивы, теперь мы можем аналогичным образом мержить уже объекты в один большой объект. И в итоге после такого вызова в константе features у нас будет храниться объект, который будет содержать все поля по названию всех фич и со значениями true или false. И теперь, когда мы с вами получили такой объект вот в таком виде, мы можем спокойно пройти по всем этим полям этого объекта и выбрать из них те, у которых значение true, и после этого их вернуть в виде простого массива в этот результат features. Соответственно, для этих целей мы можем написать здесь примерно такой код. Первым делом мы через вызов object_entries из этого объекта получаем массив его полей. Дальше извлекаем оттуда только поля, у которых проставлено значение в true, и после этого из этих полей достаем только название. В итоге такой мэп нам вернет массив из активных полей, и этот массив мы можем с вами отсортировать и вернуть из этой функции merge features. И теперь мы можем проверить, как это работает. Запускаем наши проверки для фронтенда. В итоге у нас все тесты прошли, значит наша функция merge features умеет понимать не только включение фич, но и отключение в наших кукисах. На что еще в нашем коде можно обратить внимание? А именно то, что когда мы извлекаем значение фич из наших кук, то мы, если там значения никакие не проставлены, возвращаем пустую строку. Потом мы эту строку из кук просто разбиваем по запятой и возвращаем массив с этими результатами. Но в JavaScript, если мы попробуем разбить через запятую пустую строку, то у нас из этого вызова split вернется массив, у которого первый элемент будет содержать пустую строку.
принципе, на это можно не обращать внимания, но если мы хотим избавиться от всяких пустых значений из этого массива, то его можно отфильтровать через вызов фильтр, передавая туда значение какой-нибудь функции boolean. Потому что в дальнейшем, если мы эти фичи будем где-нибудь логировать или куда-нибудь перекидывать, то эта пустая строка в конце нам будет мешать. Но если мы список фич никуда передавать не собираемся, то этот фильтр отсюда можно даже убрать. И теперь, когда мы такой код написали, мы можем спокойно запустить наши тесты снова уже с включенной фичей. Как и раньше мы с вами их запускали, но они у нас тогда не прошли. И теперь наши тесты успешно проходят. То есть нам теперь не нужно бояться, что при включении какой-нибудь фичи у нас предыдущий тест сломается и нам придется с ним как-нибудь возиться долго. И как видим, если мы включаем фичу, то тесты у нас тоже проходят. Если мы попробуем также отключить и запустить эти тесты, то они у нас тоже пройдут. И теперь можем пойти дальше. Теперь, когда эти фичи у нас на фронтенде работают, мы можем сделать несколько улучшений. Например, когда мы с вами работаем с элементом featureFlag, то мы этот компонент вызываем напрямую, при этом не обращаясь ни к какому контексту. Но вместо этого в некоторых случаях, когда нам неудобно будет использовать этот самый featureFlag, мы можем воспользоваться тем же самым способом и напрямую, используя useContext, получить список фич из нашего контекста. Например, прямо здесь. Такая прямая работа с фичами может быть удобна, если мы хотим производить разделение какой-нибудь логики в JavaScript коде, вместо того, чтобы оборачивать ей какие-нибудь компоненты. Соответственно, при таком подходе нам каждый раз придется писать эту строку useContext с featuresContext, одно и то же. А чтобы этот код не прописывать каждый раз вручную, мы можем с вами добавить наш пользовательский хук, который назвать, например, useFeatures. И для этих целей в FeatureToggle мы можем добавить этот хук в виде такой функции, которая будет вызывать внутри useContext featuresContext, тот же самый. И при таком подходе в нашем компоненте welcome или каком-нибудь другом мы можем просто вызывать нашу константу features как просто значение этого самого хука useFeatures, который мы можем также экспортировать из нашей папки FeatureToggle. И такой вызов будет немного проще. Соответственно, если мы добавим такую функцию, то мы можем из нашего featureFlag, из index.js экспортировать уже эту функцию и уже не экспортировать сам контекст. И это первое улучшение, которое мы с вами можем сделать для нашего кода, чтобы было проще работать с нашими фичами. И второе улучшение, которое мы можем сделать, это зайти в наш файл index.jsx и вот этот список фич просто вынести в отдельный файл, который назвать feature.js. Чтобы нам не вспоминать, в каком файле они содержатся, чтобы сразу зайти в папку srt и увидеть список этих фич без лазения по другим файлам. Если мы эти фичи вынесем в отдельный файл, то мы можем здесь просто импортировать наши дефолтные фичи из этого файла и файл написать примерно в таком виде. Здесь мы просто объявляем этот список и экспортируем его по умолчанию. Соответственно, мы его подключаем здесь, производим те же самые операции слияния и после этого результирующий список фич передаем дальше в наше приложение. И на этом мы можем сказать, что фича Toggle для фронтенда мы с вами полностью сделали. И с фичами мы теперь работаем так, что мы сначала доставим фичи из нашего конфига, примешиваем к ним фичи из наших кукисов и генерируем результирующий список. И потом массив этих активных фич мы передаем в наше приложение, где заполняем провайдер, и этот провайдер через свой контекст, собственно, передает эти фичи нашему компоненту featureFlag. И теперь в любых компонентах нашего приложения мы можем использовать либо компонент featureFlag, чтобы им обернуть какой-нибудь текст или код, который мы хотим либо скрыть, либо показать. Либо использовать hook useFeatures, чтобы получить список фич для проверки их вручную. И мы это спрограммировали в нашей папке FeatureToggle, которую можно теперь распространять и использовать во всем нашем приложении, либо даже выкладывать на GitHub, чтобы подключать к другим приложениям на React. А теперь по аналогии мы с вами можем перейти к нашему бэкэнду и сделать фичи-флаги на бэкэнде для нашего API. И что нам для этого нужно сделать и как это должно у нас выглядеть? Например, если у нас есть какой-нибудь экшен, который выводит, например, главную страницу нашего сайта, то мы в принципе можем сделать так, чтобы он работал тоже с некоторыми фичи-флагами и в зависимости от того, включена какая-нибудь фича, выводил либо пустой результат, либо какой-нибудь новый, который мы хотим включить этой фичей. Как мы здесь с этим должны работать? В данном случае на бэкэнде у нас нет никаких визуальных компонентов, поэтому мы можем использовать фичи-флаги из обычных сервисов. Например, мы можем объявить какой-нибудь сервис, который так и будет называться featureFlag для нашего кода. И теперь, когда мы импортировали такой сервис, мы можем использовать его для того, чтобы проверять, включена у нас какая-нибудь новая фича или нет. Например, если мы делаем какую-нибудь фичу для вывода какого-нибудь нового приветствия в нашем API, то мы можем добавить здесь примерно такой код.
И теперь, чтобы это у нас заработало в API, нам можно здесь сделать такую же папку под названием FeatureToggle и там объявить такой интерфейс с таким методом isEnabled. Так что давайте это с вами сделаем. Создаем здесь папку FeatureToggle, добавляем здесь интерфейс FeatureFlag, и который будет содержать этот метод, который принимает имя фичи и возвращает результат true или false. И в принципе, чтобы это у нас теперь заработало, нам нужно написать какой-нибудь класс, который будет возвращать true или false, и этот класс привязать к этому интерфейсу в нашей конфигурации. Так что давайте с вами это и сделаем. Первым делом мы создаем какой-нибудь класс, который пока будет возвращать просто значение false и реализовать этот такой интерфейс. И когда у нас есть интерфейс и класс, мы можем зайти в конфиг и для контейнера внедрения зависимостей привязать этот интерфейс к этому классу. Точнее, наоборот, этот класс к этому интерфейсу. Для этих целей просто создаем здесь дополнительный конфигурационный файл FeatureToggle и возвращаем такую привязку. И в этом классе мы уже последовательно будем реализовывать всю работу с нашими фичами. Но в принципе в нашем приложении, как мы с вами делали раньше, вместо того, чтобы делать это дело в виде интерфейса, мы можем это дело сразу сделать в виде класса под названием FeatureFlag и вписать этот метод напрямую сюда. То есть по аналогии с тем, как мы сначала сделали интерфейс Flasher, и потом уже напрямую написали наш код, который взаимодействует с Entity Manager, напрямую в этот Flasher. Но в принципе мы бы могли оставить интерфейс Flasher и рядом с ним поместить класс, который назвать, например, Entity Manager Flasher или какой-нибудь другой. Но мы с вами в нашем приложении немного сэкономили на абстракциях и не стали разбивать наши классы отдельно на интерфейс и на отдельно класс. Потому что для нас это не особо давало какую-нибудь выгоду, потому что мы в тестах, если используем эти классы, то мы можем спокойно подменять моками не только интерфейсы, но и классы. То есть в том случае, если мы используем стабы и моки в наших тестах, то нам нет никакой разницы с интерфейсами, мы работаем или с классами. Но если бы в наших тестах вместо моков и стабов PHP-юнита мы бы работали с подставными объектами, которые бы написали сами, то в этом случае мы бы могли оставить интерфейс, написать отдельный класс и для тестов написать отдельный класс, который реализует тот же самый интерфейс. И такой подход позволил бы работать без стандартных PHP-юнитовских моков и стабов. Но мы с вами работаем с PHP-юнитом, который моки и стабы создают через рефлексию, поэтому мы можем спокойно использовать и даже классы. Но в нашем случае с фичи-флагами мы с вами оставим здесь отдельно интерфейс и отдельно класс. Почему? Потому что со временем у нас интерфейсов станет несколько. И сегодня мы с вами сделаем так для того, что мы рассмотрим на этом примере принцип Interface Segregation Principle из набора принципов Solid. Именно тот, который описывается буквой I. И наш пример с фичи-тоглами под демонстрацию этого принципа идеально подойдет. Так что оставляем пока интерфейс и оставляем отдельно класс, который реализует этот интерфейс. И на данный момент мы с вами написали заглушку этого класса, который возвращает значение false, и мы сейчас даже можем написать к нему тест, который будет проверять, что этот класс features из этого метода возвращает нам значение false. Соответственно, для тестов мы можем сделать отдельную папку тест и поместить здесь тест для этого нашего класса. Здесь мы пока просто создаем объект features, не передавая ему никакие значения в конструктор, и проверяем, что метод isEnable с feature first возвращает значение false. И так как мы с вами пока создали новую папку FeatureToggle и папка тест у нас не зарегистрирована, нам нужно перейти в настройках PHP-юнита и добавить сюда эту папку над фронтендом и назвать ее FeatureToggle Test Unit. И теперь, когда мы это написали, мы можем запустить наши юнит-тесты и проверить, что у нас тесты проходят. Да, мы с вами видим, что юнит-тесты у нас прошли. Если мы попробуем запустить функциональные тесты помимо юнит-тестов, то они в принципе тоже должны проходить, потому что фича у нас по умолчанию отключена. А тест у нас не прошел потому, что мы в Home Action FeatureFlag написали, но мы его не импортировали. Поэтому импортируем его через Ctrl-пробел. Соответственно, теперь перезапускаем наши все тесты и смотрим, что у нас получилось. И да, мы видим, что все тесты у нас проходят, и юнит-тесты, и функциональные. И как эти фичи-флаги у нас должны работать в нашем приложении. Когда мы с вами делали их для фронтенда, то мы с вами договорились, что фичи мы будем включать не только в конфигурации, но и с использованием кук. Для того, чтобы можно было программисту прописать некоторые куки и посмотреть новую фичу прямо в браузере. Но когда мы с вами работаем не с браузером, а с API, то здесь мы cookies использовать в принципе не будем и особо не должны. Поэтому вместо использования cookies мы должны использовать другой подход, например, с использованием некоторых HTTP заголовков. А именно, если мы пишем тест, который у нас просто выводит главную страницу без использования этой фичи, то мы можем здесь написать тест, который будет выводить у нас новую главную страницу сайта. В данном случае вместо вывода этого результата он нам должен вывести новое приветствие, где указать, что name у нас равен значению API, который мы с вами в Home Action написали.
И чтобы в нашем тесте мы могли проверить этот результат, мы можем здесь договориться с вами, что мы будем использовать для включения кук некоторый HTTP заголовок, который назвать, например, xFeature или xFeatures. Мы передаем не простой request, а передаем request таким заголовком, в который перечисляем список наших фич. И в данном случае у нас должна вернуться новая строка с новым текстом для нашей главной страницы нашего API. Соответственно, в нашем приложении нужно потом реализовать такой код, который будет реагировать на такой заголовок и по нему переключать эту фичу. Но пока такой код у нас не написан, мы можем этот тест пока просто пометить незавершенным и оставить его таким. Соответственно, мы такой тест написали, можем закоммитить наш код, пока он примерно работает, и приступить к написанию этих самых фича-тоглов. И первое, что мы с вами сделаем, как и в случае с фронтендом, это дадим возможность заполнять эти фичи через настройки. В данном случае мы здесь можем объявить какую-нибудь секцию конфигурации, которую назвать фича toggle в этом файле, и объявить здесь список фич, которые по умолчанию отключены. Соответственно, теперь, если мы хотим, чтобы это у нас работало, мы можем переписать наш класс features так, чтобы мы могли этот массив передавать ему в конструктор. Для этих целей здесь можем объявить фабрику, которая будет принимать контейнер-интерфейс нашего контейнера, внедрение зависимости, в котором мы сейчас настройки пишем. И после этого мы можем оттуда извлекать новые значения из вот этого конфигурации фича тогла и отсюда доставать этот массив и передавать его в конструктор этого объекта. Пока у нас этот класс написан без конструктора, но мы можем это дело исправить. Для этого первым делом объявляем здесь конструктор, который будет принимать этот массив, содержащий список названий фич с значениями true или false. И теперь, когда мы в конструктор получили эту фичу, можно переписать метод isEnabled, чтобы он проверял именно по этому списку, включена эта фича или нет. Если эта фича какая-нибудь несуществующая, которой здесь нет, то мы просто возвращаем false. А если существующая, то возвращаем значение true или false из этого самого массива. И когда мы этот код здесь написали, мы можем зайти в тест наших фич и сюда этот тест немного дополнить. Конструктором мы передаем некоторый список, у которого first включен, а second отключен, и проверяем, что эти значения возвращают true или false. Теперь пробуем запустить наши все тесты, которые у нас есть, или юнит-тесты, и проверить, что это у нас работает. В данном случае юнит-тесты прошли, если мы запустим все наши тесты, то должны проверить, что у нас и функциональные тесты тоже прошли, потому что мы по умолчанию нашу фичу отключили в наших настройках. Соответственно, если мы эту фичу у нас включим, то у нас тесты не пройдут, потому что API по умолчанию будет возвращать уже новую строку, новые приветствия вместо стандартного пустого, который у нас было раньше. И там мы здесь видим, что 114 тестов прошли и один проигнорировался, который ожидает фича флагов, который мы с вами пока игнорируем. И теперь, когда мы с вами сделали некоторый сервис фича флаг, который мы можем использовать в наших экшенах, мы эти фичи можем уже спокойно использовать в экшенах. Но помимо проверки фич напрямую в PHP-коде, у нас есть еще одно место, где мы можем проверять фичи. И в данном случае это место, это у нас наши шаблоны. Например, у нас есть шаблоны, с помощью которых мы можем, например, генерировать e-mail для нашей аутентификации. Для шаблонизации мы с вами используем Twig, и мы здесь уже используем другой компонент, твиговское расширение, которое мы с вами уже написали. А именно для нашего компонента frontend мы для Twig написали frontend URL Twig Extension, через который мы можем запускать эту функцию frontend URL внутри шаблона в Twig. Соответственно, если мы хотим с помощью фичи тоглов выводить разную верстку писем, то мы можем добавить такую же функцию, которая будет называться isFeatureEnabled или каким-нибудь другим названием. Соответственно, эту функцию мы можем использовать в if внутри шаблонов и в зависимости от ее значения возвращать какой-нибудь результат, либо одну верстку, либо вторую. Соответственно, чтобы это работало, нам на примере вот этого самого frontend URL Twig Extension нужно добавить такой же extension для нашего фича тогла, который будет реализовывать нашу функцию. Так что давайте с вами такое расширение добавим. Мы здесь создаем класс под названием, например, feature flag Twig Extension, который будет реализовывать такую функцию, добавлять Twig, и здесь импортируем тот самый сервис feature flag и из него проверяем эту фичу через enabled. Соответственно, для него мы можем написать такой же тест, который создает твиговский environment, создает такой шаблон с таким тернарным оператором. И при этом мы здесь можем написать mock, который будет проверять, что у нас метод isEnabled вызовется один раз с таким значением one и вернет значение true. И в данном случае, если он вернет значение true, то в нашем коде вот этот шаблон должен отрендериться и превратиться вот в такой результат. Соответственно, мы запускаем Twig Render и сравниваем, что результат совпадает с таким кодом. И то же самое мы проверяем для неактивного. Если у нас mock вернет значение false, то этот шаблон у нас вернет значение false, подставит строку false, именно отрендерит в этот коде. И теперь мы такой код написали, запускаем наши юнит-тесты снова и проверяем, что это твиговское расширение у нас тоже работает.
Да, тесты у нас прошли, значит все прошло успешно. Соответственно, в юнит-тестах у нас расширение работает, и мы можем зайти в настройки нашего твига и в список расширений добавить именно этот extension, помимо Frontend URL Twig extension, который уже здесь зарегистрирован. Соответственно, теперь, если у нас будет какие-нибудь новые фичи, если мы хотим поменять какое-нибудь письмо подтверждения регистрации, то мы можем запустить здесь if, в котором прописать is feature enabled с названием new mail или какое-нибудь другое. И с помощью этого if мы можем просто обернуть любой фрагмент нашей верстки. И теперь, когда это дело сделано, мы можем теперь приступить к тому самому коду, который у нас будет переключать наши фичи в зависимости от того, какой запрос мы осуществляем на сервер. А именно, нам нужно написать такой код, который на уровне HTTP будет исследовать наш request, и если там есть такой заголовок, то извлекать из него список фич. И где в нашем коде мы можем это сделать? Если мы с вами рассмотрим, как мы с вами реализовали установку языка для нашего переводчика, то мы это делали в Translation Locale Middleware, который у нас здесь сделан. То есть мы для наших контроллеров написали посредник, через который будет проходить request, и этот посредник извлекает заголовок accept language, и если там локаль такая проставлена, то он у переводчика вызывает метод setLocale, чтобы его переключить на новый язык. Соответственно, мы сюда импортируем целиком наш переводчик и вызываем у него метод setLocale. И по такому же принципу мы можем работать с нашими фичами из такого же посредника, но уже сделано для нашего класса features, который у нас здесь есть. То есть буквально мы можем написать класс features middleware, в который мы будем принимать наш список фич и потом парсить результат вот этого заголовка, который здесь у нас назван. И по этому заголовку потом уже заполнять наши фичи через вызов метода enable внутри нашего объекта features. И теперь достаточно будет этот посредник зарегистрировать список middleware'ов нашего приложения, и эти фичи будут автоматически парситься из этого заголовка. И в принципе этот код можно оставить таким и сюда инжектить напрямую наш сервис features целиком. Но если мы хотим инъектить наши сервисы по интерфейсам, то вместо вот этого класса features здесь можно использовать тот же самый feature flag. И для того, чтобы этот код у нас работал, нам нужно добавить метод enable внутрь этого интерфейса feature flag. И в итоге что у нас получилось? Если мы теперь в middleware будем импортировать тот же самый feature flag и подставлять его сюда и вызывать в нем метод enable, то у нас наше приложение будет в принципе работать, но у этого подхода есть небольшой недостаток. И этот недостаток прослеживается в том случае, если мы хотим определить смысл того, что у нас происходит в нашем коде. А проблема в том, что когда мы с вами придумывали интерфейс feature flag, то мы его придумывали напрямую для нашего экшена, чтобы через этот feature flag проверять, доступна ли наша новая фича или нет. То есть мы интерфейс feature flag придумывали только для проверки фичи. Но мы не думали, что мы будем ее использовать для каких-нибудь других целей. То есть получается, что интерфейс мы пишем всегда не просто так наугад, а интерфейс мы пишем только для какого-нибудь конкретного потребителя. И в данном случае, если контроллеру или какому-нибудь другому классу нужно делать проверки каких-нибудь фич, мы написали именно интерфейс feature flag, чтобы он удовлетворял потребности этого потребителя. А сейчас, когда мы с вами придумали middleware, которому нужно уже переключать фичи, а не проверять их, то у нас сейчас получилась ситуация, что мы внутри одного интерфейса смешали две ответственности. Первая задача это по проверке фич, а вторая задача, которую мы туда поместили, это по переключению этих фич. И сейчас получилось, что и наш контроллер, и наш middleware зависят от этого интерфейса, и при этом получается, что контроллер использует только один метод, а middleware использует только второй. То есть для каждого из этих потребителей у нас получился общий избыточный интерфейс, который содержит лишние методы, которые некоторым потребителям не нужны. А если мы с вами рассматриваем принципы Solid, то предпоследний принцип Interface Segregation принцип нам говорит, что интерфейсы нужно придумывать отдельно для каждого потребителя, чтобы у них не было такой избыточности и чтобы там были только те методы, которые нужны конкретному потребителю. И чтобы нам решить такую проблему избыточности, нам можно этот интерфейс feature flag сейчас разбить на два интерфейса. А именно, помимо интерфейса feature flag, который нужен контроллеру для проверки фичи, мы можем добавить еще один интерфейс, который нужен будет только middleware для переключения фич. Если нашему middleware нужно только переключать флаги, то для него мы можем придумывать отдельный свитчер и назвать этот интерфейс, например, feature switch. И в данном случае для feature флага мы оставляем только метод, который нужен для проверки конкретной фичи, а в наш интерфейс feature switch мы можем добавить уже другой, например, переименуем его, оставить только метод, который нужен для переключения этой фичи конкретной любой.
И теперь, когда мы сделали такой отдельный свитчер, то мы его можем использовать в нашем middleware. То есть вместо того, чтобы принимать напрямую сюда feature flag, мы можем принимать сюда feature switch. И в итоге Home Action для своей работы будет использовать feature flag, чтобы проверять с помощью него наши флаги, а наш middleware будет переключать флаги через отдельный интерфейс feature switch. И теперь, чтобы это работало в нашем коде, мы можем зайти в наш класс Features и в нем реализовать уже этот второй интерфейс под названием Feature Switch и добавить тот самый метод, который ему нужен, например, метод Enable. И в этом случае, в этом методе мы можем просто брать и присваивать этой фиче значение true. И теперь, чтобы тот же самый класс Features у нас пробрасывался во все сервисы через этот интерфейс, мы можем перейти в настройки нашего контейнера и здесь прописать еще один alias, чтобы switch ссылался на тот же самый объект features. И теперь, когда мы такой код написали, мы можем уже дополнить наши тесты, которые у нас относились к этим классам. И в этом тесте, по аналогии с тем, как мы проверяли простановку языка в нашем Translation Locale Middleware, мы тоже можем сделать такую же проверку здесь. Первым делом мы создаем здесь mock нашего свитча и говорим, что метод enable у него не должен дернуться ни с какими значениями. Соответственно, после этого создаем features middleware, передавая туда наш свитчер и говорим, с каким заголовком мы должны работать. И когда мы с вами работаем с middleware, то первым параметром ему нужно передать запрос, который мы с вами получили от сервера, и после этого вторым параметром передать ссылку на дальнейшие наши экшены или какие-нибудь другие middleware. Соответственно, в нашем тесте мы создаем request через какой-нибудь request factory, передавая туда, например, get запрос по адресу http test. И для второго параметра мы с вами создаем некоторый хендлер в виде стаба вот этого request handler интерфейса, который ему нужен. И говорим, что его метод handle должен вернуть некоторый респонс, который мы здесь создали напрямую пустой. То есть мы проверяем, что когда мы вызываем этот middleware, передавая туда request и следующий обработчик, то из этого обработчика вернется респонс тот же самый, и при этом проверяем, что у нас дернется метод enable или не дернется, с какими значениями. И в первом тесте, если мы передаем туда пустой request, то наш enable никак не дергается. Но во втором случае мы можем туда отправить request, у которого проставлен заголовок из features со значением one и to. Соответственно, если значения такие здесь разделены, то в нашем моке должен вызваться метод enable, вызваться два раза со значением one и to, с такими аргументами. Соответственно, запускаем юнит-тест и проверяем, что все у нас работает. Да, тесты у нас проходят, никаких ошибок у нас нет. И теперь, чтобы это у нас заработало в нашем приложении, это middleware, можем скопировать этот класс и поместить этот middleware в список, который у нас уже есть. Например, здесь мы переключаем транслятор, здесь парсим content language, и в принципе где-нибудь здесь мы тоже можем поместить наш middleware в виде этого класса, который мы с вами написали. Помимо этого мы новый код поместили внутри нашего features в виде метода enable. Соответственно, нам нужно доработать наш тест, который проверяет наш features, чтобы он работал с этими новыми значениями. Именно проверял этот метод enable. Как мы можем это сделать? Для этих целей мы можем зайти сюда и добавить другой тест, который будет производить сначала enabled и потом проверять новые значения после активации. Запускаем тесты снова и проверяем, что у нас все работает. И да, теперь у нас юнит-тесты работают, и мы можем теперь зайти в наши функциональные тесты и посмотреть, какие там тесты у нас есть, и при желании раскомментировать. То есть в данном случае мы можем убрать эту пометку, что у нас тест не завершен, и попробовать запустить все наши тесты, включая этот функциональный. Мы видим, что все тесты у нас прошли, значит включение фич через некоторый HTTP заголовок у нас работает. И по аналогии с фронтендом у нас сейчас есть небольшое неудобство, которое возникнет, когда мы с вами попробуем включить этот feature toggle. Например, мы переходим в наши настройки и переключаем на значение true. И пробуем запустить все тесты снова. И мы видим, что тесты у нас теперь не прошли. А именно потому, что первоначальный наш тест, который проверял главную страницу, теперь не прошел, потому что мы включили эту фичу глобально для всего нашего проекта, и текст на главной странице теперь поменялся. И чтобы это работало, мы с вами по аналогии с нашим фронтендом можем сделать так, чтобы мы через такой же заголовок могли не только включать фичу, но и отключать. И для этого мы просто название фичи будем указывать с восклицательного знака, который у нас будет значить отрицание. И чтобы это работало, нам можно дополнить наш фича middleware, чтобы он умел не только включать наши фичи, но и отключать. Для этих целей мы можем зайти в наш switcher и здесь добавить еще один метод, который будет отключать какую-нибудь фичу. Теперь этот метод нужно реализовать в нашем классе features, который этот интерфейс реализует. Для этих целей добавляем сюда новый метод disabled, который будет проставлять значение false этой фичи.
И теперь, когда метод добавлен, мы можем перейти в фичу middleware и поменять здесь код, который здесь пока включает фичу. А именно, этот код новый должен проверять, начинается ли название фичи с восклицательного знака. Если начинается, то отрезать этот восклицательный знак и передать название фичи в метод disable. И все. И для этой новой реализации мы можем перейти в наш фича middleware тест и немного его дополнить так, чтобы он проверял теперь такое поведение. И первым делом мы добавляем проверку, что если мы запускаем наш middleware с реквестом без каких-нибудь заголовков, то метод disable у нас тоже не будет запускаться. Далее мы можем доработать проверки во втором нашем тесте. Например, если мы передаем название первой фичи one, название второй фичи и название третьей фичи, например, free, с восклицательным знаком, то у нас в таком случае этот метод enable должен вызваться у one и two, а метод disable должен вызваться у фичи 3. Так что это мы с вами здесь и прописываем. А именно, во-первых, меняем здесь метод enable на disable, что мы проверяем поведение второго метода. Здесь вместо двух вызовов мы ждем, что он у нас вызовется всего один раз, однажды. И вместо этих двух фич туда попадет название именно его фичи free. Теперь, когда мы везде код заработали, можем запустить заново все наши тесты. И теперь мы видим, что тесты отлично проходят. То есть теперь мы можем безболезненно включать и отключать фичи, при этом не боясь, что наши тесты сломаются. Для этого мы старый тест помечаем заголовком, который отключает эту новую фичу, а новый тест помечаем заголовком, который ее включает. И с таким подходом мы теперь можем спокойно разрабатывать новую фичу, потом через какое-то время, когда мы ее доделаем, включить ее на продакшене. Если она на продакшене заработает не совсем как нужно, мы можем ее в любой момент отключить, доделать и включить снова. Еще можно какое-то время проверить работоспособность этой фичи на продакшене, и если все нас устраивает, то через некоторое время можно зайти в исходный код, удалить весь старый код и удалить использование этой фичи, чтобы теперь это дело работало по умолчанию. То есть простейшим поиском по всему проекту найти использование этой фичи и просто удалить оттуда старый код, чтобы он нам теперь не мешал, чтобы в проекте остался только новый код, на который мы уже перешли. И теперь, когда мы сделали функциональность фича-тоглов для API, мы можем рассмотреть еще один нюанс, который стоит учитывать, если мы делаем либо распределенное приложение, либо мы пытаемся сделать какой-нибудь канареечный релиз, когда мы эти фичи включаем не для всех людей сразу, а, например, только для половины посетителей. Соответственно, при таком подходе нам с фронтенда может прилететь либо обычный запрос для получения старого результата, либо запрос со включенной фичей в HTTP заголовках из features для получения нового результата. И здесь уже при такой работе можно более подробно рассмотреть проблему логирования. А именно, представим себе ситуацию, что мы выложили какую-нибудь новую фичу, включили ее для половины посетителей или вообще ее включили. И при этом мы заметили, что у нас в логи попадают какие-нибудь ошибки. И если мы в логах видим какие-нибудь ошибки, нам нужно понимать, эти ошибки вернулись из старого функционального кода, который у нас был, либо из нового. И для решения этой проблемы нам бы хотелось сделать так, чтобы мы в наших логах могли отслеживать, какие фичи у пользователя были включены, а какие нет. И что, в принципе, для этого нужно сделать? Для этих целей нам можно научить наш монолог, например, который у нас есть, логер-монолог, делать так, чтобы во все сообщения логов монолог примешивал список активных фич. И как мы можем это сделать? Если мы зайдем в исходные коды нашего монолога, то увидим там, что помимо самой библиотеки монолог, самого компонента, у него есть некоторые хендлеры и некоторые процессоры. Если мы зайдем в папку хендлеров, то увидим, что здесь это просто хендлеры, которые логи отправляют куда-то в разные сервисы. А если мы помимо хендлеров рассмотрим другую папку под названием процессор, то увидим, что здесь есть дополнительные процессоры, которые позволяют к сообщениям примешивать какую-нибудь информацию. Например, мы можем подумать, что в логи было бы неплохо добавлять информацию о максимальном использовании оперативной памяти. И для этих целей к нашему логу мы можем помимо хендлера добавить еще один процессор, который называется, например, memory peak процессор. И в данном случае он будет брать значение из memory getPeakUsage из стандартной PHP функции и его добавлять в виде экстра параметра в наше сообщение логов. И рассматривая такой процессор, нас может осенить, что мы можем написать свой собственный процессор, который будет отправлять, дописывать в логи таким же образом список наших фич из нашего объекта features. Соответственно, как это можно реализовать в нашем коде? Для этих целей здесь мы можем добавить дополнительный параметр, который будет содержать список процессоров, которые мы хотим подключать к нашему приложению, к нашему логеру. А именно, помимо простановки хендлеров, мы можем теперь пройти по этому массиву процессоров, создать этот новый процессор, обозначить, что это будет у нас элемент в виде процессор интерфейс и просто через push процессор поместить его в монолог.
Соответственно, если мы хотим поместить сюда тот же самый memory peak unit usage процессор, то мы можем просто скопировать этот класс и вставить сюда в список наших процессоров, которые нам нужны для работы. И теперь, если мы сюда добавляем любой процессор, то в нашей логе будет записываться та информация, которую генерирует этот процессор. И, соответственно, по такому же принципу можно теперь написать свой собственный процессор, который будет записывать в логе список наших фич. И как мы в нашем коде можем это сделать? Для этих целей мы здесь можем написать какой-нибудь фича-процессор на основе вот этого класса, который не extended memory процессор, а, например, реализует процессор интерфейс. И в него мы можем добавить метод invoke, который будет принимать рекорд, и помимо этого он будет у себя, например, в конструктор импортировать, инжектить наш сервис features или какой-нибудь другой, и оттуда извлекать список активных фич. Соответственно, чтобы из нашего объекта features извлекать список активных фич, мы можем этот метод по возврату массива из активных фич добавить либо в тот же самый feature-flag интерфейс, либо, например, feature-switch интерфейс. Как мы пытались сделать раньше, добавляя метод enable внутри нашего feature-flag интерфейса. Но если мы с вами вспомним тот же интерфейс segregation принцип, то мы можем с вами понять, что ни в feature-flag, ни в feature-switch этот метод добавлять не надо. Это именно потому, что это отдельная ответственность, которая не нужна ни контроллеру, который извлекает какие-нибудь значения с фича флага, ни нашему middleware, который использует фича switch, а это ответственность нужная именно каким-нибудь процессорам или каким-нибудь другим вещам, которые хотят прочитать текущее состояние наших фич, которые у нас есть. Соответственно, для всех этих потребителей, которые хотят у нас получить список активных фич, мы можем добавить еще один интерфейс, с помощью которого мы будем передавать список активных фич. И если мы вспомним наш фронтенд, то там список активных фич внутрь нашего приложения мы передавали через контекст, который назывался features context. И по аналогии с этим подходом мы можем здесь объявить еще один интерфейс, который будет называться features context, и который будет содержать метод, который вернет массив всех активных фич на данный момент времени. Соответственно, если мы такой feature context интерфейс добавляем, то аналогичным образом мы можем его привязать, например, к тому же самому нашему классу, который у нас есть. Например, реализовать мы можем его прямо в том же самом классе features, который у нас имеется, который мы уже сделали. Соответственно, мы переходим в наш класс, добавляем здесь реализацию этого самого интерфейса и добавляем этот самый метод, который нужен этому интерфейсу. Из этого метода нам нужно вернуть массив из названий фич, у которых проставлено значение true. Соответственно, для этого можем этот метод написать примерно вот так. Мы здесь берем массив наших фич, через array фильтр отфильтровывает у них только активные, и после этого возвращаем ключи из этого массива, и все. И чтобы работу этого метода мы могли дополнительно проверить, мы можем зайти в наш фича-тест и сюда добавить вызов этого метода, чтобы проверить, что у нас правильно возвращает результат или нет. Соответственно, отсюда он должен вернуть значение first, для того, чтобы показать, какие элементы у нас активны, а здесь у нас должен вернуть second и third. Запускаем юнит-тест и смотрим, что у нас получилось. Да, мы видим, что тесты проходят, значит эти методы у нас работают успешно. И теперь, когда мы добавили такой features контекст, мы можем теперь спокойно добавлять новый элемент, новый хендлер, с помощью которого мы можем в наш логер добавлять эту информацию из нашего кода. Соответственно, для этого пишем такой процессор. И сюда в конструктор мы инжектим именно этот контекст, из которого извлекаем список активных фич и добавляем его в экстра параметр, в этот самый массив, который к нам прилетел. И чтобы проверить работу этого процессора, добавляем здесь тест, который будет, во-первых, создавать стаб нашего контекста, говорить, что метод allEnable должен вернуть фичи 1 и 2. И после этого запускаем этот самый процессор, его метод, и передаем туда какое-нибудь сообщение в параметре message или каком-нибудь другом. И после этого мы проверяем, что в этом результате у нас будет содержаться тот самый оригинальные значения, которые там были, и примешивается экстра параметр с нашими фичами. И теперь мы переходим в настройки нашего логера и сюда в список процессоров добавляем именно наш фича монолог процессор, который мы с вами написали. После этого можем запустить наши функциональные тесты, которые у нас имеются, все тесты и юниты функциональные, и проверить, что все у нас работает. И да, мы видим, что все 121 тест у нас прошли, значит в нашем приложении все работает успешно. И что у нас получилось на бэкэнде для нашего API? Мы с вами написали отдельный компонент feature toggle в виде отдельной папки, и здесь объявили некоторые интерфейсы, которые наше приложение теперь может использовать для своих целей. А именно для того, чтобы в экшенах или каких-нибудь других сервисах проверять, какие фичи у нас активны, какие нет, мы сделали интерфейс feature flag, который содержит метод is enabled со значением true или false.
И потом для того, чтобы в разных ситуациях, например, из того же самого middleware на основе HTTP запросов из request, мы сделали отдельный middleware, и для него мы написали отдельный интерфейс под названием Feature Switch. И в нашем коде такое включение фичи мы пока делаем только в одном месте из нашего middleware, который принимает наш HTTP запрос. Но помимо такого включения фич middleware, у нас, если мы сделаем распределенную систему, где у нас будут работать некоторые очереди, то получается такая ситуация, что у нас наш оригинальный PHP код, который запускается в нашем PHP FM сервере, будет считывать HTTP заголовок и включать некоторую фичу. Но если мы из нашего серверного приложения сгенерируем какое-нибудь сообщение и отправим его в очередь, то это сообщение в очереди поймает консюмер, который запущен отдельно от нашего приложения в отдельной консоли. И получается такая ситуация, что в PHP в PM у нас включена какая-нибудь фича по HTTP заголовку, а в консоли, где работает наш консюмер, принимающий сообщение из очереди, она отключена. И в итоге получается, что сообщение из новой фичи у нас в очередь ушло, а в консюмере оно не принялось, потому что там фича отключена. И чтобы нам решить эту проблему, нам нужно внутрь сообщения, помимо самого контента самого сообщения, добавлять список фич активных на данный момент времени. И если мы будем в сообщение примешивать список активных фич, то консюмер может получить это сообщение, прочитать оттуда список фич и их включить у себя через вызов того же самого enable. То есть по аналогии с тем, как для HTTP мы написали middleware, который считывает HTTP заголовок, мы можем для нашей очереди, для консюмера, написать некоторый middleware, который будет считывать такую дополнительную информацию из сообщения и включать фичи уже там в консюмере. То есть при таком подходе этот интерфейс переключения у нас будет дергать и middleware для HTTP, и middleware для очереди. И собственно для того, чтобы получить список фич, для того, чтобы их записать в логи или записать в это сообщение в очередь, мы написали еще один интерфейс, который назвали feature context. Это интерфейс сервиса, который по этому методу будет возвращать список активных фич, которые нужно записать в логи, либо дописать в метаинформацию нашего сообщения, которое мы отправляем в очередь. То есть здесь на примере написания такого компонента FeatureTotal мы с вами рассмотрели интерфейс Segregation Principle из Solid. А именно он говорит о том, что вместо того, чтобы делать один общий интерфейс для всех с кучей методов, мы сделали отдельные интерфейсы для каждой цели, для каждого потребителя. И при таком подходе мы получили чистый независимый код, что у нас все middleware зависят только от свитча, процессор зависит от контекста, а все остальные экшены зависят только от нашего фича-флага. То есть для каждого потребителя и для каждой ответственности мы с вами обозначили отдельный интерфейс. И при этом нам совершенно не важно, что творится теперь с этими интерфейсами, кто их реализовывает внутри этого самого компонента. То есть в данном случае это у нас может быть либо один класс features, либо несколько классов features. Нас это совершенно не интересует, потому что весь остальной код нашего приложения будет работать только с этими интерфейсами. И на этом мы можем подвести итог, что мы с вами реализовали FeatureTotal для бэкэнда и для фронтенда нашего приложения. И теперь с таким подходом мы можем даже не создавать отдельные фичи-бранчи для каждой новой фичи, а вести разработку напрямую в нашей рабочей ветке. И это нам дает то, что всегда код в нашем репозитории будет актуален и работающий только в том случае, если все программисты будут в него очень часто пушить свои изменения. А именно коммитить все разные мелкие изменения, которые они делали в течение дня, и пушить их сразу в репозитории, чтобы все программисты другие видели, что там происходит. И чтобы производить параллельно разработку сразу нескольких фич в одной ветке, мы рассмотрели практику использования фича-тоглов. Именно такой подход, где мы можем фичи отдельно разрабатывать и потом их отдельно включать или отключать. И при таком подходе, если мы нечаянно задеплоили какой-нибудь неработающий код, то мы можем сразу эту фичу отключить и произвести следующий деплой уже с отключенной этой фичей. И потом уже спокойно локально эту фичу дорабатывать. Но помимо такой способности вести скрытую разработку у себя напрямую на локальном окружении, это дает еще другую возможность проверять свой код прямо на продакшене. Например, мы можем представить себе ситуацию, что на нашем сайте сделан прием платежей, и мы используем одну платежную систему. И потом в какой-то момент мы захотели подключить вторую платежную систему. Но специфика работы с платежными системами такая, что каждой из них нужно указать некоторые адреса для колбеков именно с реального своего рабочего домена. То есть указать реальные адреса, на которые платежная система будет отправлять пост-запросы скрыто от пользователя с уведомлением о том, что наш платеж либо оплачен, либо нет. И именно такую функциональность реального общения с платежной системой мы не можем протестировать локально у себя на компьютере. То есть это мы можем проверить только как-нибудь хитрым образом на продакшене. Поэтому если у нас есть FeatureTotal, то мы можем спокойно задеплоить наш код с новой платежной системой на продакшн,
Потом зайти на продакшн и через куку включить эту фичу, и когда у нас появится кнопка новой платежной системы, попробовать оплатить с реальной карты на нашем продакшеновском сервере. И если у нас платеж не прошел, а вылетела какая-нибудь ошибка, то мы можем продолжить исправление своего кода локально и потом уже задеплоить уже исправленную версию. А если у нас платеж прошел успешно, то мы можем спокойно в следующий раз зайти в конфигурацию, включить эту фичу, и тогда эта платежная система новая уже спокойно будет отображаться всем посетителям нашего сайта. И таким же образом, если заказчик вам просит переделать какую-нибудь страницу, то вы можете это оформить в виде фичи флага и потом сказать заказчику, что он должен в браузере просто у себя проставить такую куку. И если он эту куку проставляет, то он обновляет страницу на продакшене и видит страницу продакшена уже в реальном новом оформлении с новой версткой. То есть, если вы используете подход с фича-флагами, то вы можете вообще не поднимать у себя какой-нибудь стейджинг-сервер, на котором ваши фичи проверяет ваш заказчик. Потому что вы доделанные или недоделанные фичи можете спокойно деплоить в продакшн и заказчику сказать, по какому флагу эта фича включается на продакшене. Чтобы он зашел и посмотрел эту фичу, как-нибудь проверил и сказал, что там не так или можно ее включать для всех. Теперь в одном из следующих эпизодов мы такой подход с фичи-флагами будем использовать для написания нашей формы регистрации для нашего приложения. А чем мы с вами пока займемся в следующем эпизоде? Когда мы сейчас разрабатываем наш проект, то мы можем некоторые вещи делать отдельно в API и отдельно во фронтенде. Если мы бы делали проект более серьезно, то бы мы могли разделить эти подпроекты так, чтобы API у нас жил в отдельном репозитории, а фронтенд в другом репозитории и так далее, и так далее. Такая разработка более удобна за счет того, что когда мы программируем что-то на фронтенде, мы можем запустить линтеры и тесты только для этого фронтенда. И то же самое, когда мы меняем что-нибудь в API, мы можем запускать тесты и линтеры только для API. В этом проекте в нашем монорепозитории совмещен API и фронтенд. То есть получается, что в нашем проекте, даже если мы попробуем во фронтенде поменять какой-нибудь стиль и запушить это изменение, у нас все равно запустятся все наши тесты и все наши линтеры для всех частей нашего приложения. То есть сейчас у нас такая ситуация, что независимо от того, что мы поменяли в API или во фронтенде, у нас запускаются все эти проверки, и это занимает достаточно долгое время. Например, если мы перейдем в список наших вещей, то увидим, что наш пайплайн запускается 2 минуты 2 секунды. А если бы мы разрабатывали API в одном репозитории, а фронтенд в другом репозитории со своими пайплайнами, то бы они бы запускались очень быстро по минуте, вместо того, чтобы вся эта куча запускалась 2 или 3 или 4 минуты. Но у такого подхода с фронтенд и API в разных репозиториях есть проблема с тем, как написать end-to-end тесты. Потому что в данном случае для фронтенда нужно написать целый мок, который будет эмулировать работу нашего API. То есть, чтобы фронтенд можно было разрабатывать отдельно и самостоятельно, не поднимая рядом проект с нашим API. А в нашем коде мы сейчас API и фронтенд держим в одном репозитории, поэтому у нас пайплайн запускается достаточно долго за счет того, что запускаются все наши проверки. Но если мы с вами немного постараемся, то мы можем оптимизировать выполнение нашего пайплайна. Например, в наш Jenkins файл можно добавить скрипты, которые бы запускали команды git diff по проверке папок API и фронтенд. И если там файлы в API изменились, то тогда бы запускать линтеры и тесты для API. А если там в API файлы не поменялись в этом билде, то эти ячейки просто пропускать и их не запускать лишний раз. И аналогичную проверку мы бы могли сделать для фронтенда и Cucumber. И если мы с вами такое сделаем, то у нас получится примерно вот такая картина, что некоторые ячейки будут пустыми, если там файлы не поменялись. И это нам позволит сильно сэкономить время на запуске нашего пайплайна. Потому что если мы поменяли какие-нибудь стили только во фронтенде, то у нас запускаются линтеры и тесты только для фронтенда и, например, end-to-end тесты. Именно такой оптимизацией мы с вами и займемся в следующем эпизоде. А на этом на сегодня все. До встречи с вами в следующем эпизоде на сайте Deworker Pro.